Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики, приветствую вас на своем канале. Кто первый раз заглянул на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь и не будете пропускать мои следующие предсказания. Моих постоянных зрителей, моих дорогих подписчиков, я вас тоже приветствую, очень вам рада. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что ставите лайки под видео, пишите комментарии благодарности, да, чтобы уравновесить нашу с вами энергию после общих раскладов. Знаете, как это важно в таких общих раскладах. За то, что пишете, как проигрываются у вас мои расклады или не проигрываются, да, это тоже очень важно в моей работе. Спасибо вам большое за то, что вообще проявляете интерес. Да, и пишите различные отзывы. Сегодня тема нашего расклада будет, вы знаете, наверное, частично продолжением, частично как бы похожа на тему предыдущего моего расклада, которая звучала так, что происходит в моей жизни прямо сейчас, да, и что мне делать, и делать ли вообще что-то. Сегодня, вот много было разных комментариев, сообщений, и сегодня я решила сделать видео на тему, что происходит в его жизни прямо сейчас. То есть, что происходит прямо сейчас. Уже карты у нас, видите, готовы. Вот, что происходит прямо сейчас в жизни вашего мужчины. Мужчины, о котором вы думаете, которого вы задумали, да, представляйте, пожалуйста, его себе, настраивайтесь на расклад, представляйте его энергетику, его глаза. Расклад, как всегда, на моем канале будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я читаю в общем. Но каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы нашли видео, открыли, начали смотреть, значит, именно тогда вы услышите важную для вас информацию. Верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте. Если вообще ничего не проигрывается, обязательно напишите комментарий. Также, если проигрывается, тоже очень буду рада вашим комментариям. Мне это очень важно. Еще очень важно смотреть расклад от начала до конца, потому что информация идет на протяжении всего расклада, до тех пор, пока я вытаскиваю карты. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть. Мужчина. Сейчас вот так вам будет видно лучше. Сейчас карты покажу ближе. Извиняюсь, отсвечу. Так. Ой, ну что, тут у вас была, скорее всего, ссора, расставание. Да, что-то произошло, поругались. Вот ваш мужчина. Вот в таком состоянии сейчас, возможно, видите, злоупотребляет какими-то веществами, да, страдает, буквально плачет. Состояние у него тяжелое состояние, в негативе находится мужчина, очень переживает, очень ему тяжело, сердце разбито, но душе тяжело. Да, почему? Дело здесь в чувствах, в эмоциях. Да, в эмоциях, в чувствах. Также может быть мужчина моложавый, либо моложе вас, возможно, водной стихии. По асценденту или по солнечному знаку, прошу учитывать, да, что тут не только солнечный знак играет роль, да. Мужчина чувственный, эмоциональный, который был влюблен, либо любил, либо до сих пор любит, как по этой карте, да, который считает, что любовь он потерял. Любовь он потерял, что все разрушено, восстановить ничего нельзя, возможно, винит себя во всем этом, да, но состояние его плохое, что также, как повторюсь, может провоцировать его сейчас на употребление напитков, веществ, да, и так далее. Это касается только тех, кто знает, что мужчина предрасположен к этому. Так. Давайте смотреть, что повлияло на его состояние. Почему он находится в таком состоянии?
Так, ну на его состояние здесь какой-то конфликт, может быть, повлиял. Ну, я вам говорю, вы, скорее всего, здесь поругались, разошлись, может быть, расстались, ну, повздорили. Какая-то ссора, да, когда, знаете, его вот сейчас одолевают такие чувства, что все вокруг против него, все вокруг ему враги. Да, то есть вот он в полном негативе и одиночестве. Вы знаете, он даже может быть, ну вот кто знает, да, если он у вас там вдруг не один, извините, вот отсвечивает. Я никак не могу с этим светом разобраться. Вот. Кто знает, что мужчина не один сейчас, да, с кем-то. Вы понимаете, он может быть не один, но в душе, внутри он один, внутри боль, внутри одиночество, страдание, внутри негатив. Света внутри у него сейчас нет. Вот услышите меня, это его состояние. Что повлияло? Ссора. Да, вот так, вот что повлияло. Какой-то негатив. Что еще? Ну, посмотрите, дьявол. Здесь повлияло буквально, может быть, ну, кто верит, я верю, поэтому говорю, может быть, сделанный негатив. Я думаю, вы догадываетесь, если у кого-то такое, да? Также, может быть, ну, у маленького очень числа какие-то финансовые, ну, не проблемы, махинации, может быть, так, да? Ну, здесь мы, наверное, больше смотрим на чувства, поэтому также зависимости. Это повлиять могло. То есть мужчина, находясь под зависимостями, мог что-то сделать, либо под магическим воздействием, да, мог что-то сделать, что-то сказать, как-то повести себя, что привело к тому, что было причинено много боли, сказано много обидных, больных слов, болезненных слов, и было расставание, разлука. Ну и сейчас вот он находится тоже в негативе. Так, что еще? Ну и посмотрите, одни мечи. Ну, то есть вел он себя очень некрасиво, конечно. Он был раздражен, скорее всего. Он сам ссорился, возможно, сам провоцировал, да, выводил на конфликт. Ну, то есть вел себя вот так. Почему? Давайте посмотрим, почему он так себя вел. Вот что заставило, ну, понятно, зависимости, да, но все равно какие причины были еще, кроме вот этой дьявольской нашей карты, да, когда, ну, мужчина сам не в себе и там, да, замешаны какие-то другие силы, вот. Почему он так себя вел? Что вообще, какая мотивация-то для этого была? Угу. Императрица. Вот смотрите, здесь мы же смотрим на вас, он был с вами, скорее, да? Вы были прекрасной, шикарной женщиной. Вы могли быть его женой, законной супругой, постоянной спутницей его жизни, матерью его детей, да? А он при этом вот таким вот был мальчиком, маленьким, понимаете, незрелым, не достигшим, а вы шикарная женщина в его глазах. Вы та, которой нужны серьезные отношения, которой нужна семья. Не на 5 минут, не на день быть вместе, а на совсем. Которая хочет детей, которая хочет семью, которая хочет, чтобы он был рядом с ней императором. Которая вот именно этого хочет, и она такая, которая этого достойна. Это женщина прекрасная, да, благородная, хозяйственная, красивая, да, серьезная. Женщина-жена, женщина-мать. Да, ну то есть, ну все, что может представить мужчина в женщине, вот вас, да. Но это не значит, услышьте меня, что вы это как-то спровоцировали. Нет, просто вот он себя считал и считает, что он недостойная, что ли, пара для вас. Да, либо сейчас мы дальше будем смотреть.
Ага, кто-то здесь стоял перед выбором, были постоянные качели, возможно, в ваших отношениях, да, то хочу, не хочу, буду, не буду, сделаю, не сделаю, не знаю, уйду, не уйду, приду, не приду, уеду, не уеду, поеду, не поеду, будем вместе, не будем, да, вот что-то такое. Вот, и туз чаш, но любовь тут взаимная. Вы понимаете, вот любовь взаимная, взаимная любовь у вас была, и вы любите, и он любит, но было некомфортно почему-то, не было то ли стабильности, то ли гармонии. А почему было некомфортно? Давайте я спрошу, почему было некомфортно? Вот карта Луна у нас сама выпала. Было очень много страхов, сомнений с его стороны. Возможно, отношения у вас были тайные. Здесь у тех, кто знает, что они были тайные, то есть вы их скрывали, эти отношения, да, это его, ну, очень сильно не нравилось ему и могло повлиять на его внутреннее состояние. Что еще? Сила, вы понимаете, он понял, что он без вас, ну, ему будет без вас тяжело, очень сильно к вам, возможно, привязывался, привязался, не знаю, испугался этого, что нужно брать ответственность за вас, что вы сильнее его, он вас не потянет, что вы, возможно, сделаете либо сейчас, либо потом выбор не в его пользу, да, что он может проиграть. Неуверенный в себе мужчина здесь почему-то проигрывается. Понимаете, что у него, здесь он король пентаклей, у кого-то это может быть мужчина земной стихии по основному знаку, либо по асценденту, да, также мужчина, который должен обладать ресурсами, материальными ресурсами, физическими ресурсами, душевными ресурсами, и он считал, что вы гораздо сильнее, а в нем этого нет. Либо что может быть еще, что вы выберете другого короля пентаклей, а не его. Более серьезного, более приземленного мужчины, не знаю, это ваш бывший, настоящий, какой-то новый, да, либо какой-то был, который, да, тут тоже такой может быть. У кого это есть, у кого нету ни бывших, ни настоящих, да, ни каких-то там рядом похожих мужчин, да, которые такие серьезные, приземленные, работяги, знаете, четко знают, что они хотят, все у них по полочкам, да. Тогда это он считает, что он не дотягивает до вас, да, не вот по своему, как бы, развитию, скажем так. Вы понимаете, вы услышите меня, тут дело не в возрасте, что он там молодой, может быть, или что он там глупый, я не об этом сейчас. Они могут быть там несмышленными, как говорится, неопытными и в 20, и 30, 40, и 50, и в 70, и 80. Тут не важно, да, тут дело не в том, что какой-то опыт с женщинами, или что это просто сам человек, вот он в душе такой, да, у него молодая душа, тут что винить его, да, и он вот, ну, как бы не мог, считает, что вы, ну, большего хотите, чем он может вам дать, очень сильно отсвечивает, вы, пожалуйста, меня извините, ну, как-то, я не знаю, может быть, кто-то мне посоветует, как вот мне решить эту проблему со светом. Так, значит, повлияло на это вот его материальное несоответствие, либо то, что он был не готов вкладываться в отношения, брать ответственности, малодушничал, да, больше внимания себе уделял, чего-то боялся, скрывал, да, то есть тут ваши отношения были скрытые, ну, вот что-то такое. Так... Давайте, знаете что, а помнит ли он о вас сейчас, вот думает ли он о вас? Да, вы знаете, он думает о вас. Мысли эмоциональные, чувства здесь еще есть. Он считает, что, ну все, вы ушли от него, он вас потерял, что, скорее всего, вы двинулись куда-то к другим берегам, как говорится, да, к другому мужчину, просто, ну, куда-то, да, вот, но что вы решение приняли, и
думает, что возвращаться вы не готовы, не вернетесь, не хотите. Понимает, что причинил много боли, все он это понимает. Он может об этом, там, я не знаю, если вы общаетесь, не говорить, я не знаю, там, да, у кого какая ситуация. Но все он прекрасно понимает, да, то есть, что разбил вам сердце. Вы стабильность, он вас видит стабильной, понимает, что вы – это та стабильность, которую может искать мужчина, та серьезность, которую может искать мужчина. Вы, возможно, семья его, возможно, я, о которой он мечтал, либо уже были семьей. Отношения ваши были стабильные, серьезные, страстные отношения были. Вот так он и думает сейчас о вас, да, что вспоминает, постоянно вспоминает. И страдает. Да, страдает, постоянно качели, написать, не написать, позвонить, не позвонить, делать, не делать. Почему? Потому что считает, что вас потерял. Так. Девочки, у кого мужчина вас не терял, то значит здесь это не ваш расклад. Просто и напросто. Не надо ничего там выискивать, да, придумывать. Вот это касается тех, у кого по диагностике вот так произошло уже. Да. Так, вспоминать. Давайте смотреть. А чувства у него к вам есть? Какие? Ну, есть здесь, но все равно давайте спросим. Вы знаете, вообще он не готов терять-то. То есть он, может быть, и не планировал этого. Понимаете, вот так здесь говорят карты. Он на самом деле не думал, что так будет. Я не знаю, что произошло. Бес попутал, наверное, судя по раскладу, да. Он хотел строить отношения, их развивать и трудиться над ними. То есть он к этому, в принципе, был готов. Он уже там строил себе какие-то планы, картинки и вообще, да. Маг. Но здесь он, вы знаете, был эгоистичным. И есть он достаточно эгоистичный мужчина. То есть он считает, что он думает и делает все правильно. Он все может со всем справиться. А почему я все могу. Я весь такой сильный, могущественный, и все должно быть так, как я считаю нужным. Здесь вот так. Ну-ка, чувства-то еще. И понимает, что он причинил вам настолько много боли, что это уже все, как бы, знаете, край, как говорится, да, что, ну, страданий было столько боли, столько обиды, да, и столько вот всего негативного он вам сделал, что я вам говорю, что вы, скорее всего, вот не захотите с ним больше общаться. Вот. И отношения уже такие, как были, не будут, как он считает. Да. Ну, потому что вы окончательно для него потеряны. Вот такие сейчас у него чувства, но вы имеете в виду, что мужчина находится по диагностике в полном негативе, да, в полном негативе. Внутри у этого человека сейчас света очень мало, он поглощен у многих очень своими вредными привычками, да, то есть там, может быть, вообще никаких чувств сейчас внутри нет, то есть, ну, вот так показывают карты, хотя любовь у вас взаимная, я вам сказала, да, ну, а чувство, как бы, вот то, что он сейчас чувствует, это вот это. То есть, что он-то действовал как бы себе, да да вот для себя, да я должен думать о себе. Может быть, там, кстати, какой-то кто-то настроил, кто-то нашептал, тоже такое может быть. Так, давайте посмотрим. Вообще, вот сейчас, ну, он в негативе, тут, конечно, это вряд ли, но давайте посмотрим. Сейчас он хочет быть с другой женщиной. Колесница.
Королева жезлов здесь, девочки, выходит. Это женщина, тройка мечей. И туз мечей. Ну, смотрите, значит, если вы по описанию страстная, яркая, решительная, энергичная, уверенная в себе, смелая, активная, очень женщина, да, такая страстная, яркая, возможно, огненной стихии по основному знаку или по асценденту, тогда он думает о вас. Да, но понимает, что стихии тут не важно, тут еще писание послушайте, да. Тогда он понимает, что он разбил вам сердце, и как бы здесь, скорее всего, вот, ну, даже если он захочет, будет восстановить сложно, и, скорее всего, как бы по колеснице, да, вы разные, и, ну, как бы двинулись дальше, да. Тут могут быть и отношения на расстоянии у многих, и отношения по переписке, вот это вы, вот, посмотрите, показываю поближе. Да, значит, если это не вы, не подходите вы под описание, то это, возможно, какая-то женщина рядом. Либо, возможно, здесь, знаете, еще нашептывает, вмешалась бывшая сестра, не бывшая сестра, а бывшая или сестра, или мать. Ну, или, может быть, какая-то подруга. Сейчас модно дружить у нас стало с женщинами, да? Вот, поэтому кто-то рядом там нашептывал или нашептывает, да, такое тоже может быть. И вот у вас получился любовный треугольник, третья сторона тут вмешивается, да. Ну, вот она, может быть, и негатив там сделала, но это касается только тех, кто знает, кто вот расстался, как я вам описала ситуацию. Придумывать здесь ничего не нужно, притягивать, как говорится, за уши тоже ничего не нужно, да. Если вы женщина, вот такая по описанию, как я описала, да, тогда это касается вас. Он понимает, что разбил вам сердце, сделал вам больно, восстановить это практически, наверное, невозможно будет, то есть надежды у него нет. Так. Даже не знаю, что дальше спросить, если честно. Давайте, знаете, что спросим? А будет ли вообще еще шанс у вас с ним восстановить отношения? Вот будет ли, дадут ли высшие силы какой-то шанс? Вы знаете, в ближайшее время, скорее всего, нет. Хорошо подумайте, хотите ли вы восстанавливать с ним отношения, говорят нам карты. Вот вы должны тоже подумать, принять решение, надо вам это, не надо. Но в ближайшее время, ну, в ближайшую неделю-две, скорее всего, нет. Если у кого-то мужчина объявится, обязательно напишите. Почему ревность его поглотила? Он весь такой, знаете, агрессивный сейчас. Ничего не хочет, сам атакует, скандалит, возможно, делает больно постоянно, да, то есть вот такой вот гнев его обуревает, конфликтный он сейчас, ссорится, да, ну, то есть вот в ближайшее время не в тех он энергиях, да, любовь он помнит, все, но почему-то злость. И вот, понимаете, я здесь самый энергичный и так далее, самый страстный, самый умный. Вот будет так, как я, и пока я не готов. Вот. Понимаете, здесь мужчина, кстати, воздушный, огненной стихии, может быть, по основному знаку или по асценденту. И влюбленные, кто знает, что там есть, вот вы точно знаете, что там вмешалась другая женщина, да, то, ну, вот он, вот как бы вот сейчас между двумя женщинами. Если любовный треугольник с вашей стороны, ну, то есть у вас есть другой мужчина, тут он очень ревнует, его это просто пожирает изнутри, разрушает, и пока как бы он не готов. Да, то есть он, может быть, и мирился с этой ситуацией, сейчас он как-то не готов к этому, вот,
это у кого любовные треугольники. Если любовного треугольника нет, то здесь отношения кармические. Сейчас будем смотреть дальше, что в ближайшее время вот нету, как бы не ждите. А дальше, вы знаете, а дальше выходит тройка жезлов. А дальше возможно, да. То есть будет еще шанс, должен он быть. Как бы будет какое-то развитие, какие-то действия будут, встреча, я не знаю, что-то будет. Да, вы, главное, понимаете, если вот вы этого хотите, вы будьте уверены в себе просто. Вот и все, говорят нам карты, да. Но в ближайшие, неделю-две, да, нет, не будет этого. Я сожалею, но посмотрим, что будет дальше, да. Но пока что он вот в таких острых энергиях, находится, что не сможет с собой совладать, со своим гневом, со своей злостью, с тем, что у него накопилось, да, то есть, никак. Вам стоит ли что-то делать? Можете ли вы как-то, может быть, я не знаю, повлиять на ситуацию? Давайте посмотрим. Вы знаете, ждите, когда проявится он. Говорят нам высшие силы. Здесь проигрывается у нас рыцарь жезлов. То есть мужчина может приехать, дать о себе знать, даст как-то, приедет, даст какую-то весточку, напишет. То есть он должен себя проявить. Ждите. Как бы не ждите, вот он должен себя первым проявить, говорят нам высшие силы. Да, вот ждите по семерке час, ждите, ничего не делайте, да, помните, да, там мечтайте, да, пусть он тоже повспоминает, поскучает, помечтает, да, постоянно, вот, ждите. Будет, вы понимаете, здесь выходит колесо фортуны, колесо сансары. В разных колодах оно называется по-разному, да. Что это? Это когда высшими силами дается новый шанс, начинается новый этап жизни, начинается новый виток взаимоотношений. То есть вы переходите как бы на другой уровень, и колесо сансары, колесо фортуны, колесо жизни. Будем надеяться, что крутанет оно в ту сторону, в которую вам нужно, в сторону удачи, в сторону развития отношений. Если вы этого хотите, здесь об этом расклад высшие силы говорят, подумайте хорошо, нужно ли вам это. Хотите ли быть вы с этим мужчиной после всего, что он сделал, после всей боли, что он причинил, после всех страданий, болезненных слов, что вы от него слышали, да? Подумайте, но если вы хотите, то здесь, скорее всего, будет еще шанс. Но ждите его проявления. Сами ничего не делайте. Не делайте сами ничего. Ждите. Пусть он пострадает, пусть он сам поймет. Пусть он сам поймет, что ему без вас плохо, что вы ему нужны. Вот что здесь говорят высшие силы. Посмотрите, дно колоды, десятка чаш. Вы понимаете, вот это карта счастья. То есть, если вы видите счастье только с ним, да, ждите, оно возможно. Если вы понимаете, что с ним уже не будет такого, не будет вот этих эмоций, которые вы ищете, вы не сможете доверять человеку, вы не сможете, да, любите, но боль настолько сильная, что навряд ли вы сможете, да, с чистого листа, как ни в чем не бывало, то вас все равно ждет счастье. Не думайте, что это ваш последний шанс, что это единственный мужчина, с которым вы можете быть. Нет. Закройте эту дверь, и откроется другая, говорят нам высшие силы. Но счастье вас ждет. Мы на вас вот этот ряд смотрим. Счастье вас ждет, не сомневайтесь. Не сомневайтесь нисколько. Вот я вам говорю, счастье вас ждет. Дно колоды, смотрите, туз пентаклей.
Еще будет шанс будет шанс на примирение, тем более, если у вас отношения кармические, отношения по судьбе. Да, будет шанс на построение новых отношений, если вы к этому готовы, если ту дверь вы закрываете. Счастье однозначно у вас впереди. Вот такой расклад у нас получился. Тема непростая вышла. Да, расклад получился очень глубокий, очень мощный. Если вас эта тема интересует, я вам рекомендую посмотреть его еще раз, чтобы, вы знаете, наверное, услышать всю информацию, воспринять эту всю информацию. Давайте-ка я вот сделаю вот так положу сверху вот эти 3 карты. Вот так. Колесо, десятку чаш и туз пентаклей. И вот я вам вот этого желаю, чтобы при любом вашем решении, при любой вашей жизненной ситуации с мужчиной, на которого вы смотрите, да, чтобы вас ожидал яркий период вашей жизни с любовью, с эмоциями, со счастьем, с благополучием материальным, духовным, физическим, чтобы сердца бились в унисон, чтобы ничего вас не беспокоило, не было никаких острых моментов ревности, ссор, выяснения отношений, а чтобы был вот этот вот яркий шанс свыше, который вы оба используете. Либо, может быть, вы будете в гармонии с собой и использовать все те дары и шансы, которые даются свыше Вселенной. Пусть все будут счастливы, огромной вам любви. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.